Привет, друзья! Вы на канале Готовим дома, с вами Олеся. Сегодня готовлю вкусные пирожки, мягкие как пух. Это, наверное, самый быстрый рецепт пирожков, не нужно ждать, когда подойдет тесто. Пирожки можно жарить и запекать в духовке. Тесто готовится на кипятке, совсем без яиц, можно готовить с любой начинкой. Вкусный, быстрый и очень экономный рецепт. Обязательно сохраните его, чтобы не потерять, и поделитесь с друзьями. Пусть как можно больше людей узнают этот рецепт потрясающе вкусных пирожков. Сначала готовлю начинку. У меня будут пирожки с капустой. В сковороде или сотейнике разогреваю растительное масло, кладу мелко нарезанную луковицу и обжариваю 2-3 минуты на среднем огне. Добавляю тертую морковь и обжариваю еще 2-3 минуты. Добавляю 500 грамм нашинкованной капусты. Перемешиваю и тушу 10-15 минут под крышкой на маленьком огне. Солю и перчу по вкусу. И добавляю 1-2 столовых ложки томатного соуса. Еще раз перемешиваю и тушу еще около 5 минут под крышкой. Капуста за это время должна стать мягкой. Начинка для пирожков готова, оставляю ее полностью остыть. Готовлю тесто. В миску кладу 3 столовых ложки муки с горкой, 1 чайную ложку соли, 1 столовую ложку сахара и 3 столовых ложки растительного масла. Вливаю 250 мл кипятка. Хорошо перемешиваю венчиком, чтобы не было комочков. И оставляю массу до полного остывания, она должна остыть до теплого состояния. Убеждаюсь, что масса остыла и не горячая. И добавляю 25 грамм свежих дрожжей или 10 грамм сухих. Растираю дрожжи пальцами, чтобы они хорошо разошлись в тесте. Вливаю 200 мл теплой воды, температура примерно 40 градусов. Главное, чтобы все жидкости для теста были теплыми, но не горячими, чтобы дрожжи не погибли. Постепенно просеиваю муку и замешиваю очень мягкое, не забитое мукой тесто. Я замешиваю тесто сначала в миске, а затем на столе руками примерно 5-7 минут. Не надо добиваться того, чтобы с тестом было удобно работать и оно не липло к рукам. Лучше в процессе замеса немного смазывайте стол и руки растительным маслом. А если добавите много муки в тесто, пирожки просто не получатся такими мягкими и воздушными. Если вы раньше не работали с дрожжевым тестом, обязательно посмотрите отдельное видео, где я подробно рассказываю все о работе с дрожжевым тестом. Ссылочка на рецепт дрожжевого теста сейчас появится в правом верхнем углу экрана, а также оставлю ее для вас в описании под видео. Тесто для пирожков готово. Ждать, когда подойдет тесто, не нужно. Делю тесто на равные кусочки, у меня каждый кусочек весом примерно 70 грамм, но можно делать пирожки любого размера. Подкатываю каждый кусочек теста в шарик вот таким образом. Приготовь, поделись, подпишись. Кладу шарики на противень, посыпанный мукой или смазанный растительным маслом. Накрываем шарики полотенцем и оставляем постоять 5 минут. Можно оставить до 30 минут, как вам удобнее. Начинаю формировать пирожки. Разминаю кружок теста в лепешку. Скалка здесь совсем не нужна. Кладу начинку. Я люблю, чтобы начинки в пирожках было много. И теперь хорошенько защипываю края. Тесто прекрасно лепится и края не расходятся во время жарки. Вот такой пирожок у меня получился. Сразу ставлю разогревать сковороду с растительным маслом. В горячее масло кладу пирожки, лучше, чтобы они свободно плавали в масле и не касались дна. И жарю на слабом или среднем огне. И здесь есть маленький секретик, чтобы пирожки хорошо прожарились внутри и получились румяными. Нагрев должен быть умеренным, не слишком слабым и не слишком сильным. Когда пирожки зарумянятся с одной стороны, аккуратно переворачиваю и жарю до румяности с другой стороны. Пока жарится первая партия пирожков, в это время леплю следующую партию.
Посмотрите, какая красота получается. Готовые пирожки обязательно выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Уже не терпится поскорее попробовать. Сверху такая хрустящая золотистая корочка. А внутри нежное, как пух, тесто и много начинки. Вкусно, невероятно. Обязательно попробуйте, эти пирожки станут вашими любимыми, гарантирую. Спасибо вам, что доверяете и готовите по моим рецептам. Если вам понравился рецепт, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и поделитесь с друзьями. Также буду благодарна, если напишите любой комментарий, хотя бы смайлик. Для меня это очень важно. Ну а я прощаюсь. До новых вкусных рецептов. С вами была Олеся на канале Готовим дома. Скоро увидимся!